Всем привет, дорогие друзья! Беседу транслирует Хакман. Продолжаем прохождение Ведьмак 3 Дикая охота. Поехали. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Новиград, да-да, я помню. Один раз так набрался, что из ушей кровь пошла. Так, что у нас тут? Основные задания. Первые ростки зла, Новиград. Костра Новиграда по следам Цири, множество мест. На скеллиге Новиград. Есть дополнительные задания в Велене. Комната Цири. Пойти в кухню поговорить с Греткой. Гретка, кто это? Это ведь Ну здесь же пройти, правильно? Да. тот самый белоголовый. Пойдем поговорим с этой Греткой. Как солнце светит, хрен что увидишь. С одной стороны это натурально, хорошо, красиво. Ой, ну ибо. Вот она. Ты Гретка? Я, а ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Вы с Цири же разговаривали? Ну да, Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь, значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Это не твоя? Волчок, где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Так, 100 очков. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала, но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Ну иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Так, Ты убьешь всех чудовищ? Всех! конечно. Мне пустые бутылки нам не нужны. Че их набирать, эти пустые бутылки? Так, с Греткой поговорили. Приглашение Керемет, есть ежемесячная весь заказы. Лежачиха. Тут слишком уровень крутой. Я их не одолею. Охот за сокровищами есть. Провально. Че провалил? Вот Бищенский. А, ну да. Так, приглашение от Керемет. Заказ Лежачиха. Лешачиха. Далеко идти-то? Да, в принципе, нет. Подлесье, да? Погнали, сгоняем. Лешачиха так лешачиха. А у тебя, Седой, тоже вид, будто вчера всю ночь наживался. Ребята говорили. Я вот единственное, что не пойму. Вот тут что делать?
1%. Арбалет, время замедляется. Быстрая атака. Но у нас тут все есть. А кстати, мы же можем улучшить вот это вот все, правильно? И тут вот максимальный уровень здоровья на 15% увеличивает, инстинкт выживания, техника школы кота, солнце и звезды. Так. Тяжелая артиллерия. Объем сидельных сумок увеличивается на 60. Максимальный уровень интоксикации. Сила атаки. Реликвия. Обычный предмет. Мутагены. Кстати, мутаген нельзя создать. Эликсиры. Плюс 100 здоровья. Вот. Мощь знаков. А давай сделаем. Хрен ли мы. Вот. Чё я херней занимаюсь? У меня же есть... Так. О, Да не какая-нибудь старая бабища, у которой зубов нет. Молоденькая, гибкая. сохраняемся. Куда вы так спешите? Но! В смысле, куда? Известно куда. Ведьмачью работу свою надо выполнять. Добро! Давай монету! Решка, пойдем главный хлеб от говна чистить. Вперед! Пойдем. А если не молнии, то че? Откуда боги привели? Отважился порой. Боги нам тебя послали. Лишачиха поговорить со старостой в подлесье. Сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Ты. Так, со старостой надо поговорить. Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Говорю тебе, она какие-то проклятия на нас насылает. И силу живую высасывает. Вот и мой мужик какой. Ты что, с медведем танцевал? Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал?
Так и есть я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Поговорим о награде. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Ладно, пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел, но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но вы поговорите с Агнеттой. Она на краю деревни живет. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она 3 мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Если бы не хозяйки, что в чаще правят, давно бы мы все померли. Кажется, что это она и В есть. Тейгерах, как какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес за хвост. Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела, как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. Ну, по правде сказать, не то чтобы я ее разглядела. Смеркалось уже, и тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело? Это важно, спасибо. Будь здорова. Грызешь или глотаешь? Так, обыскать ближайшие поля, используя ведьмачье чутье. Кто-то забрал мою... Так, вот и что есть. Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. Блин, а у меня ничего нету, да? Не, ну смотри, у тебя... О! Я можно что-нибудь подкупить-то прикупить. Тут всякое барахло, конечно. Попродавать все нафиг. Денег нет. Будь здоров. Так. Здесь шла женщина босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Следы слишком маленькие для мужских, слишком большие для детских.
Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Волков дофига. Убийца отнес тело в лес и закопал. Могила не глубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Ведь говорил ему, что не хочу его знать, знаю, что ты, Букая, не боишься, я вот боюсь. Он говорит, что любит, только это не такая любовь, как с тобой, остервенела страшно. Ясно, Букая, покой никогда, надо нам бежать. Оставь мне ответ там, где всегда твоя Зуля. Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы миска была полна. А что труп его под березкой закопали, так это не моя вина. Что Ну что, чего ты тут ищешь? Эй, ты! Если бы не хозяйки, Приветствую. вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги! Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки и письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантек, да? Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букай примерно тогда же съехал. То есть, значится, это призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Тот самый Проклятие Белков. это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Далеко идти-то? Не, недалеко. Ну, волков только, блин, нарваться каких-нибудь. О. Ой-ой-ой. Кто-то прилетел. Так. Секунду.
Ирден. Мост против призраков и лунная пыль бомба. О чем она есть? Мост против вампиров. Нет, ничего. Аренария. И как он поможет, этот знак огни? Энн Ирден использовал. Часов 5. Ну ничего, недалеко. Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Спасибо. Если бы не хотел, Привет. вы Ты знал? доб, Я... жулик. Может, вы... Так, все с этим. Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Сохраняемся. Ух ты. Ну что, регенерируется, что ли? Мочить ее там. О, давай, давай, займитесь там делом, ребятки. Даже не знаю.
Да, надо было подготовиться. Я думаю, одного меча-то мне будет достаточно. Он что-то как-то нападает прям жестко. Тридцать броня. Рад, вы что это? Диски кожи. ГНЛ. Это починить можно. Это говно. Штаны, перчатки. Мусор. Ну, а книги можно продавать? Шачиха. Ставить ловушку Ирденом, а затем, пока полночь не освободился, следует бить по ней знаком Игни. Ловушка Ирденом и знаком Игни. Масло против призраков, лунная пыль, бомба. Лунная пыль, бомба. Лунная пыль, бомба. Масло против призраков, лунная пыль, бомба. Нету. Ренария. Ренария. Может, тут есть? С тебя спустим. Жалкое зрелище. Вот сука! Так. Еще один меч. Ранение.
Да. Ощущение, что я с ней не справлюсь ни хрена. С этой шачихой. Ну а чем мне ее бить? Мне бить ее нечем. Мечей она не боится. Трава. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Кто-то людей есть. Откуда боги привели? Прощу и поймаю медведя. Что ты тут делаешь? Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфский погост имеется. Тьма тьмущая чудищ там водится. А много вы, значит, чудищ? Кого? Не, ну вода-то она всегда пригодится. Если бы не хозяйки, что в чаще правят, давно бы мы А все ты любишь померли. сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Будь здоров. Мастер-ведьмак. Так, похоже, я с этой лишачихой тут не вывезу. Алхимические ингредиенты. Вот, а вот сюда погнали. Недалеко от Подлесья, в гротах эльфский погост имеется. Тьма тьмущая. Может, я сейчас как... Хотя мне денег ни хера нет. Ну, может, я что-нибудь поменяю? Ласточкина трава. Нам сюда. Так, и скоро приду, скоро.
Зачем ему были нужны крысы? Какая Сучьи разница? твари! Лопаты бы их порубил или потравил бы, что ли? Че это такое? Кейра? Что ты тут делаешь? Геральт, ну ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. Наверное, от прежней колдуни тебе досталось порядочно рухляди. Это еще мягко сказано. Хочешь взглянуть? Да, с удовольствием. Ну, что у тебя тут есть? Яд. Вот. 5 рублей. Давай что-нибудь продадим. Мутаген. Блин, нужны 4, да? Давай что-нибудь продадим. Что можно продать? Чего у нас очень много. Давай 10 продадим. Вот этих вот херни. 5 штук. Так, масло против призраков. Хорошо. Масло против призраков есть. Что еще у нас? До свидания. Я потом с тобой расквитаюсь еще. Так. Дышать чиха. Лунная пыль, масло против призраков. Лунная пыль, бомба. Лунная пыль, бомба. Картечь. Ремесло, алхимия.
Медь на кроме. Книги, к сожалению, нельзя сдать. Против вампиров. Сила атаки против призраков. Блин, где же мне бомбы-то найти? Тренирован от чудовища. Мощь Ирда на 2%. Вызвать кровотечение. Может быть, ясной ночью. Творец волколака. Энергии. Полученный урон повышает сопротивление урона до определенного предела до конца данного боя. Печень волка. Надо что-нибудь выпить. Синий мутаген, 7% мощь знаков. Тоже следующее. Магический предмет. Семь 9, колющий урон 9-11. Геральт, я как раз начала скучать. Или можешь попробовать. До свидания. Надо попробовать. Может, она что-нибудь мне даст тут. Такое, а потом я лишачих смогу убить. Геральт,
Я как раз начала скучать по тебе. Ты говорил, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречка? Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь? Ну, проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Всерат, властитель этих земель. В деревне, Всерат. говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Конечно, помогу. Я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на Коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Светильник мне отдаешь? Хорошо. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. О, Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И, Геральт, спасибо. так, новый предмет. Задание выполнено, повышение перемен. Так, добраться до Коломницы, мышиной башни. Куда идти теперь? А, тут какой-то остров. Ну, до стежек добраться, наверное. Так, куда-то немножко не туда залез. Так. Сюда.
там корабль какой-то стоит. Все просто, да? Лодки. Поплыли. Геральт, ты слышишь меня? Как у тебя дела? Я почти на месте. Прекрасно. Тогда я вызову тебя попозже. Погоди, этот Ксеновокс. Я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Их просто тут много. Женской интуиции. Геральт, ты уже на острове? Ксеновокс работает? Ты меня слышишь? Что? Не слышу. Ну, вот уже сломалось. Недолго продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень осторожен. Да чтоб тебя. Так. Что тут за подсвеченная куча? Такс. 241, да? Так, сохраняемся. Давай! Так, мочи всех гадов в сортире. Ну его. Да что ты будешь делать? Хорошо сохранился.
Не люблю вот такие вот моменты. Вроде бы ты мощный ведьмак, да, все равно. Опа-на. Чё, просто так, что ли, пил? Кокос тут много. Что за дом? Вас много. Не, рой пчел мне не нужен. Так. Что там? Ну что, где вы? Как медленно восстанавливается херня. Это. Так.
Попробуем светильник Киеве. Крыс очень много. Живых почти столько же, сколько мертвых. Знаешь, что они тут жрут? А, Геральт, перестань. Давай без подробностей. Так, давай, короче, сохраняемся. Где барин? А вот он. Аннабель, не начинай! Мы ищем-то. Аннабель, не начинай! Займись мушевышиванием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахов. Господин мой, мужики... Так. Где ба... Шли вниз. Еще крыса. Это скромненько. Следы крови. Здесь убили нескольких человек. Чего только богатеи не придумают, гляди. Чего только богатеи не придумают, гляди. Крыс в клетках держат, что твоих кроликов. Может их выпустить? Они ж тут с голоду передохнут. А я бы их сжег, чтоб передохли твари вшивые. Доплывут еще до деревни, беды наделают. Как же это? Крысы? Так, что-то наверху должно быть. Где барин? Где барин? Похоже, эти крестьяне пришли сюда не с вежливой просьбой. Где барин?
И хорошо с своим барином. Аннабель, не начинай! Может, надо послушать эту? Где? Где барин? А вот он, лежит себе тихохонько. Башка треснула, как дыня гнилая. Валяется, весь в крови и в дерьме, совсем как мужик. Никакой в нем важности не осталось. Слишком быстро его убили. Пускай бы сперва помучился. Так это еще не все. У него сыновья остались. И дочка. Пойдем наверх. Так. То есть, получается, мне надо просто духов понаходить. До конца, короче, надо дослушать. Чего только богатеи не придумают, гляди. Крыс в клетках держат, что твоих кроликов. Может их выпустить? Они ж тут с голоду передохнут. А я бы их сжег, чтоб передохли твари вшивые. Доплывут еще до деревни, беды наделают. Как же это? Крысы доплывут. Ой, не боись, крысы-то поумнее тебя будут. Да, какие-то они квелые. Глистатые все, или как... Ой, фу, как воняют! Так, еще 50 опыта. Аннабель, не начинай! Займись мушевышиванием и не морочь мне голову этой деревенщиной! У тебя в голове засел этот простак, и теперь тебе кажется, что они все такие же учтивые, как Грахов. Господин мой, мужики ворвались в башню. Так. Ничего. Еще что ли наверх? Столько золота! Покойникам-то уже не пригодится. Аж странно, что не растащили. Столько времени после смерти барина. Кто здесь? Отзовись! Есть тут кто? Ты? Ты кто? Так, еще 100 очков опыта. Шакетон сорт скеллига. Тварь с полночницы.
Ой. Немножко не так пошел. Совсем чуть-чуть не так пошел. Так, тут еще, оказывается, есть наверх этаж. Где ты? Ты уже дошел до лаборатории наверху башни? Я на последнем Да. этаже, но лаборатории здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Блин, ну я не вижу, что тут, что можно сделать-то. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. А, блин, вот тут рычажок есть. Я его раньше не увидел. Еще вот тут какой-то есть рычажок. Ага, все. Поняла. Эта лаборатория, кстати, отличная. Будет моя теперь, да? Эксперименты на людях. Во времена Капитула им бы это с рук не сошло. Зачем ты меня оставил? Ты же говорил, что любишь меня. Мне так холодно. Почему никто за мной не приходит? Я не могу отсюда выйти. Кто ты? Ты тоже хочешь меня обидеть? Я ведьмак. Я хочу Я- снять проклятие, которое висит над островом. Замедитировал. Но кто ты? Другие духи меня не видели. Я исключение. Я всегда была исключением. Дочь помещика, самая красивая. Все эти земли, куда ни взгляни, были наши. Мы укрылись в башне чародея, чтобы переждать войну
и трудные времена. Ненадолго. Расскажи, что случилось в башне? Говорят, крестьяне приплыли сюда просить еды. Это так? Нет. Они пришли красть и убивать. Думали, мы здесь купаемся в богатстве и смеемся над их горькой долей. Но у нас тоже было мало еды. Нам нечем было делиться. Они перебили всех. Я слышала, как кричит отец. Но чародей велел мне не выходить из укрытия и никому не открывать. Он дал мне эликсир. Я должна была его выпить, если меня найдут. Он сказал, что все будет хорошо. Что это был за эликсир? Ты помнишь запах, цвет? Помню только, что боялась его пить. Ты не доверяла магу? В деревне говорили, что он занимался заразами. Не лечил их, а наоборот вызывал. Говорили, будто он заманивал в башню крыс и заражал их Катрионой. Это только слухи, конечно, но мне было так страшно. Я услышала голос моего возлюбленного Грахама. Он звал меня. Я открыла, но за ним вошли другие. Они набросились на меня и... Они обидели тебя? Они начали рвать на мне платье, хватали меня за руки. Я вырвалась, выпила эликсир, а потом... Не помню. Так ты умерла? От яда? Нет. Позже я проснулась. Было темно. Никого не было, только крысы. Десятки, сотни крыс. А я не могла шевельнуться. Это был сонный эликсир, он еще не перестал действовать. Ты была парализована. Они были всюду. Они лазили по мне, как насекомые. По рукам, по лицу. Я чувствовала, как они разрывают мою кожу. Лезут в живот. Они разрывали меня на кусочки. А я даже не могла кричать. Разве я мало страдала? Почему я не могу отсюда уйти? Как я могу тебе помочь? Ближе к делу, Меня короче. связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу. И весь остров очистится. Кто твой возлюбленный? Сын какого-нибудь дворянина? Нет, он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскую. Ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни. Помнит ли он обо мне? Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я и сама не знаю. Все это как кошмарный сон. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чем ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров. Тебе будет достаточно простить Грахама. Я любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет о том, что сделал. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с ним? Сделаешь это для меня? Конечно, сделаю.
Я поговорю с Грахамом. Где его найти? Он живет в деревушке на берегу озера. Но вдруг он забыл обо мне. Если он тебя любил, то наверняка захочет тебе помочь. Он говорил, что всегда будет меня любить. Иди к нему. Поспеши, прошу тебя. Так, задание дополнено. Так. Сейчас спускаемся. И еще спускаемся. Так, где вход-то? Это я не понял. О. И останки на Грахама. Блин. Как мне доехать?
Поговорить хочу. Ты глухой или как? Я же сказал... Ты кто такой? Я был на острове и знаю, что там случилось. От меня что тебе надо? Я хочу поговорить об Аннабель. Да что ты можешь о ней знать? Я разговаривал с ней. Аннабель больше нет. Она выпила яд. А я... Не сумел я ее спасти. Ты любил ее? Да, одури. Так влюбился, что верил, что у нас все получится, и мы будем вместе. Отец ее, понятное дело, слышать ничего не хотел. Его дочка и простой мужлан. Расскажи, что случилось на Коломнице? Если уж так интересно. Милка, Зембаш и Фалик созвали самых сильных мужиков, чтобы поплыть на остров. Хотели отобрать у помещика свое. Они знали, что мне, слуги в башне, ворота откроют. Потому что я продавал им рыбу. Тебя заставили пойти с ними? Нет, я думал, мы с Аннабель... что мы убежим вместе, но... Все покатилось к дьяволу. Наши начали убивать, хотели изнасиловать Аннабель. Ай-яй-яй. И она отравилась. Маг ей, видать, яду дал. Я выбежал из башни, орал, что хочу умереть, проклинал их. Нет, не могу. Не заставляй меня вспоминать. Что именно ты сказал, когда бежал с острова? Я не помню. Я хотел, чтобы они заплатили за то, что с ней сделали. Если ты их проклял, Коломница — место с мощной магической аурой. А ее могут пробудить сильные чувства и злая воля. Твои слова могли стать источником проклятия. Из-за этих ублюдков она отравилась. Аннабель не отравилась. Она выпила сильнодействующее снотворное. Так чародей хотел ее защитить. Все должны были принять ее за мертвую. Но... это значит... Разве она... Ты сказал, что говорил с ней? Я говорил с ее духом. Когда она проснулась, в башне остались только остывшие трупы и крысы. Они сожрали ее заживо. Значит, тогда она была еще жива? Но... Нет, это невозможно. Она была совсем холодная, как мертвая. Я тряс ее, умолял, чтобы она открыла глаза. Я не верил. Ты все еще нужен, Аннабель. Ее душа не обретет покоя, если ты ей не поможешь. Но... что я могу сделать? Уже слишком поздно. Аннабель должен проводить кто-то, кто ее любил. Только так можно снять проклятие, нависшее над Коломницей. Это ее кости? Да. Дай мне их. И оставь меня одного. Так. Сказать теперь, что проклятие с Коломницы снято. Кто пойдет прыгать по лужам? Похоже, дождь собирается. Так, что, не туда куда-то пошел? Ты, Архерзар Альмон.
Погнали наверх. Угу. Ой. Блин. Где ты? Блин, Керри, надо сказать. Черт возьми. А я пошел так. Керри, надо сказать. А я дурак поперся сюда. Карт не посмотрел. Ну ничего страшного. Всяко же бывает, правда? Не понял, куда еще должен идти-то? В лесе. Где моя лошадь? Я что-то малость увлекся. Так, а что ты не скажешь? Я как раз начала скучать по тебе. Я снял проклятие с острова. И ты говоришь мне об этом только сейчас? Я же дала тебе Ксеновокс. И что было источником проклятия? Дух Аннабель, дочки помещика. Чтобы освободить ее и весь остров, мне понадобилась помощь Грахама, возлюбленного Аннабель.
Так все кончилось хорошо? Ему нужно было только похоронить ее кости. Так что, думаю, да. Одно меня беспокоит. Ну? Аннабель сказала, что Александр изучал заразные болезни. И упомянула Катриону. Ты знала об этом? Все чародеи об этом знают. Александр был очень уважаемым эпидемиологом. Я бы многое отдала за возможность заглянуть в его заметки, но он их тщательно охранял. Что ты будешь делать со светильником? Я же говорила, можешь оставить его себе. Мне он вряд ли еще понадобится. Остров же очищен. Я начинаю жалеть, что не выбралась туда вместе с тобой. Впрочем, мы еще можем наверстать упущенное. Ладно, мне пора в путь. Может, ты останешься еще ненадолго? У меня есть еще одна малюсенькая просьба. Да. Я заказала из Новиграда кое-какие субстанции. Торговец должен был приехать еще вчера, но так и не появился. Может, взглянешь, что случилось? Этот груз очень важен для меня. Да, посмотрю. Почему нет? Если он ехал из Новиграда, значит, должен был проезжать большие сучья. Я посмотрю в округе. Спасибо. Я буду очень признательна. Так, Вершинная башня. Задание дополнено. Выполнено. Хорошо. Так, ну что, ребятки. Сегодня был такой малюсенький стримочек. Небольшой. Все равно 1,5 часа мы отыграли. На сегодня все. Это было прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до будущих стримов, друзья. Всем пока.